Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю ватрушки. Они как маленькие солнышки на столе. Воздушное тесто идеально сочетается с нежной творожной начинкой. Их аромат сразу создает атмосферу домашнего тепла и уюта. Ватрушки особенно хороши, когда они еще теплые, с чашкой чая или молока. Для приготовления теста мне понадобится в теплом молоке, температура которого примерно 38 градусов, разведу дрожжи. Всыпаю 1 столовую ложку сахара от общего количества, добавляю дрожжи и хорошо перемешиваю. Оставляю таким образом дрожжи постоять примерно 5-7 минут. В отдельной миске смешаю яйцо. Я использую яйцо крупного размера. Вес яйца со скорлупой примерно 72 грамма. Сметану. Я использую жирную сметану, 25%. Можно использовать любую. При добавлении небольшого количества кислоты в тесто в нем легче развивается клейковина, и тесто получается более такое волокнистое и воздушное. Добавляю чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Всыпаю сахар и соль. Перемешиваю. Все ингредиенты для теста обязательно должны быть теплыми, комнатной температуры, поэтому и яйца, и сметану заранее доставайте из холодильника. Просеиваю в миску муку, но не всю, небольшую часть муки оставлю. Буду ее потом добавлять постепенно. Вливаю подошедшие дрожжи, добавляю яйцо со сметаной и сахаром. Начинаю замешивать тесто сначала лопаткой. Добавляю в тесто оставшуюся муку. Лопатку убираю. Дальше тесто я буду замешивать руками и постепенно буду добавлять мягкое сливочное масло. Добавляю 2 кусочка масла. И когда все тесто собралось в один ком, не осталось сухой муки, я перехожу к замешиванию на столе. Добавляю еще 2 кусочка масла и вымешиваю тесто примерно в течение 10 минут. Добавляю 2 оставшихся кусочка масла. Благодаря такому способу замешивания теста в нем очень хорошо развивается клейковина муки. Я хорошо вымесила тесто, оно получилось вот такое очень нежное и мягкое. Подкатываю его в шар, беру чистую миску, смазываю ее растительным маслом без запаха. Выкладываю в нее тесто и закрываю пищевой пленкой. И отправляю его на расстойку в теплое место примерно на 40 минут. У меня прошло примерно 40 минут. Тесто вот так уже замечательно подошло. Я его сейчас достаю из миски и сделаю ему вот такую обминку. Снова перекладываю в миску, закрываю пленкой и отправляю снова на расстойку примерно минут на 30. Посмотрите только, какое шикарное тесто получилось. Достаю его из миски. И теперь в зависимости от того, какие ватрушки вы хотите сделать, какого размера, на столько частей и делите. Я буду делать 14 ватрушек. Каждый кусочек теста примерно по 75 граммов. Подкатываю в шар, подворачиваю все внутрь и хорошо округляю. Старайтесь здесь сзади теста хорошо поджать, закрепить. Тогда ватрушки получатся очень красивые. Заготовки переношу на противень и выкладываю на расстоянии друг от друга. Шарики теста можно немного вот так вот придавить. И выкладываю следующие заготовки на другой противень. Все заготовки накрываю сверху пленкой и оставляю шарики теста подходить примерно на 20-25 минут. Для приготовления творожной начинки мне понадобится. Для моего рецепта я использую домашний творог. Он очень мягкий и нежный, поэтому я его не протираю через сито и не пробиваю погружным блендером. Всыпаю сахар. Сахар добавляйте по вкусу. Добавляю
1 яичный белок и чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. И хорошо все перемешиваю ложкой. Кстати, как сделать домашний творог, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. И теперь формуем ватрушки. Тесто вот так замечательно подошло, расслабилось. Я буду делать углубление в тесте при помощи стакана. Диаметр на 6 сантиметров. Окунаю стаканчик в масло. Можно окунуть в муку, как вам больше нравится. И вот так вот прямо ставлю сверху на тесто и хорошо прижимаю. Прямо вдавливаю в тесто. Надо вдавить хорошо, буквально до самого донышка, чтобы получилось такое хорошее углубление, в которое потом выложим начинку. И так поступаю со всеми кусочками теста. И сначала я буду формовать один противень с ватрушками, а затем другой, когда этот отправлю выпекаться. Сейчас тесто мне надо смазать сверху желтком и молоком, чтобы ватрушки, конечно, получились румяные и красивые. Хорошо разбалтываю. Середину можно не смазывать, так как у нас все равно там будет начинка. И теперь ватрушки наполняем начинкой. Но я хочу сделать их более интересными, поэтому добавлю немного абрикосового джема. Буквально по 1 чайной ложечке на дно. А сверху уже буду выкладывать творожную начинку. Конечно, это по желанию. Кстати, у меня на канале уже много рецептов ватрушек. Есть и ватрушки с творожной начинкой, с яблоками, и просто такие улитки-ватрушки. Ссылки на эти рецепты я оставлю под видео в описании. А сегодня, можно сказать, такой очень классический вариант ватрушек. Единственное, что я добавила немного джема. И сверху выкладываю творожную начинку. И теперь слегка разравниваю ложкой. Люблю, когда в ватрушках много творога. И первую партию ватрушек отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. И сразу формирую вторую партию. Повторяю все точно так же. Готовые ватрушки, чтобы они получились блестящими, я сверху смажу сахарным сиропом. В пиалку добавляю столовую ложку сахара и наливаю немного воды. Перемешиваю, и у меня получится такой сладкий сироп. Первая партия ватрушек испеклась. Посмотрите только, какие красавицы получились. Они просто великолепные. Конечно, сразу же отправляю выпекаться вторую партию. А первые сразу горячие смазываю сахарным сиропом. Можно тесто смазать сливочным маслом. Тогда оно тоже будет блестящим. И сейчас ватрушки перекладываю на решетку, чтобы они немного остыли. Но, конечно, самые вкусные эти ватрушки, когда они теплые. Поэтому подавать их к столу надо теплыми. А если они у вас уже остыли, рекомендую перед подачей к столу немного их подогреть. Тогда они будут такие, как будто вы их только что достали из духовки. Я лично просто обожаю ватрушки с самого детства. Какие же они вкусные! А я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита! Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук Позитивная кухня. Всем пока!